развязке фильма присутствует какая-то фатальность. Приходит какой-то человек совершенно непонятной наружности, совершенно непонятно, не разговаривает, ничего, просто режет доктора и убегает. Причем неизвестно, умер он или нет. Ты уж не бросай нас. Слышь меня, Дмитрий Васильевич. Но опять мы встречаем вот этот мотив такой смерти, начиная опять возвращение, где отец нелепым образом погибает, приносит жертв, в результате чего его сыновья, точнее один сын, старший, вдруг преображается и становится уже настоящим таким мужчиной. То же самое происходит в «Эйфории», где вот эта вот жертва, в общем-то, постоянно, когда значит, муж идет с ружьем, сначала убивает собаку, которая там его откусила палец, ее зверски, значит, убивает, потом он идет охотиться за любовниками. Вот здесь то же самое, это такой ритуал. Есть жертва, ее надо принести, с одной стороны, то жертва, либо это наиболее чистый человек, либо человек, который что-то меняет. Вот здесь, кстати, вопрос интересный, изменила ли смерть этого героя что-либо. Потому что если смотреть в общем кинематограф, тот, который происходит, снимается сейчас, ну, я имею в виду не столько коммерческий, сколько так называемый авторский, то есть кинематограф не самого широкого экрана, там обычно ситуация зафиксирована. Есть там провинция, например, как в картинах про провинцию, там однажды провинция или что-то еще. А есть ситуация где-то в городе, есть некие проблемы, но они нерешаемые. Мы их заявляем. Вот есть там вот такая проблема. Как в старом там, фильме Тодоровского «Мой сводный брат Бранкенштейн». Или в картине «Тиски». Вот есть мегаполис, крупный город со своими такими проблемами. Или есть провинция, где все ужасно и плохо. И вот есть люди, которые пытаются что-то изменить, есть люди, которые текут по течению, но картина не отвечает на вопрос, а что можно изменить, и вот этого изменения не происходит в принципе. Но если говорить об архетипах, можно сказать так, что вокруг героя, то есть герой создает вокруг себя мир определенный, то есть по сути как творец, да? Вот. И потом наступает в самом конце определенный такой вот коллапс, можно сказать. То есть по сути этот мир разваливается вокруг него. Ну, то есть Сначала его покидает любимая, она приезжает, чтобы там сказать, что она... Вот, потом еще что-то случается, еще что-то случается. Такая оторванная земля, как говорит, ничья земля, есть такая картина, правда, тоже социальная. То есть, в принципе, эти картины, их рассматривать как отображение такой прямой реальности нельзя, с одной стороны. Это вот именно притча о вот неком времени сегодняшнем, которое очень сложно куда-то определить. Это происходит, наверное, потому, что, с одной стороны, кино изменилось, современный киноязык меняется, и снимать современные картины нужно каким-то новым способом. С другой стороны, как это делать, еще не ясно. То есть, с одной стороны, снимать, как снимали в 60-е, 70-е, мы не можем. 60-е годы слишком наивные картины, они хорошие, мы их любим смотреть, но они наивные. Там 70-е имеют свои проблемы, 80-е социализированы на тех проблемах, которые уже прошли. Соответственно, новый киноязык еще не выработался. Снимать глянцево или снимать блокбастер с современным языком можно, но это, скажем так, будет всегда однобоко. Мы еще не разработали это. Таким образом, остается снимать притчи, которые позволяют брать что-то из старой школы, брать что-то из новой школы и говорить в общем, такими философимами, для того, чтобы каждый человек мог, увидев какую-то свою близкую реальность, что-то додумать. По-моему, в общем, это такая диагноз, скажем, тому, что происходит в нашем кинематографе. На данный момент или кавказском. На данный момент или на момент, когда был написан сценарий? Потому что мне кажется, что сценарий в принципе писался о действительно таком поколении потерянном, которые потеряли какую-то основу. В общем, если начинать смотреть, наверное, с кино 90-х, то, в общем, происходит этот поиск нового языка, который вот все время ищется. У нас есть выпуски «Наше новое кино», наша новая классика, куда относят фильмы там, перестройки, куда относят фильмы начала 90-х, середины 90-х. Но все это именно поиски. Нельзя сказать, что сложилась сейчас какая-то новая школа. Хотя есть попытки ее создать, есть там театр ДОК того же Вырыпаева или Серебрякова, есть там новые режиссеры, которые являются продолжателями традиций, Герман-младший, Тодоровский-младший и так далее. Но все они, скажем так, еще ищут. Сказать, что сложилась вот некая тенденция,
сложился новый киноязык, мы еще не можем. На самом деле, по большому счету, если просмотреть революции кинематографа, то можем знать, что были там революции в 20-х годах, монтаж Эйзенштейна, там замечательные эксперименты звуковые были, эволюции в 30-х меньше, приход звука, крупное событие, приход света в те же 30-е, и кино новой волны в 60-х годах. Так вот, основной, скажем, массив, который мы сейчас смотрим, неважно, это коммерческое кино, это авторское кино, это авангардное кино, большая часть заимствований взят именно из 60-х годов. Поэтому мы, естественно, возвращаемся именно к пленнице, а не, там, не к фильму 70-х годов, 80-х годов, потому что просто именно из этого периода больше всего до сих пор берется всевозможных изобретений, приемов, тем и так далее. Либо спорится с ними. Ну, эффект Кулешова до сих пор как бы используется. Да. Такой вопрос. Михаил Калтазишвили, как грузинский кинематографист прежде всего, что он привнес в этот фильм из грузинского кино, помимо притчивости? Из грузинского кино? Ну, здесь сложно сказать вообще по одной работе. Сложно сказать какое-то окончательное мнение, потому что режиссер формируется на протяжении 3-4 картин, когда можно сказать, что он сложился. Поэтому первая картина, она такая, какая была следующая, какие у него были задумки, они могли быть совершенно иными. На сегодня это, пожалуй, все. Спасибо вам за ваше время, которое вы нам уделили. С вами был Давид Саралидзе и Игорь Маликов. Смотрите нас. До свидания. Ты там не вздумай сдаваться! Я пленных уже 4 года не беру!